Если завтра приду, скажу тебе, кто убил Лизавету. Господи, что бы со мной без вас-то было? Ну что там теперь? Скандал. Амалия Ивановна с квартиры гонит. Катерина Ивановна, правда, побежала искать. Ах, боже мой. Пойдемте скорее. Вечно одно и то же. Побудьте со мной. А что, Соня? Ведь Лужин мог бы вас упрятать во строк-то. Положим, он не захотел. Ну, а если б захотел? Говорите лучше прямо. Чего вам надобно? Либо вы только за тем, чтобы мучить пришли? А ведь ты права. Мучить. Только зачем? Право, зачем? Что с вами? Что с вами? Ничего, не пугайся. Помнишь, я вчера хотел тебе сказать о Лизавете? Вот я и пришел сказать. Так вы это в самом деле вчера? Почему же вы знаете? Знаю. Нашли, что ли, его? Нет, не нашли. Так как же вам про это известно? Угадай. Зачем вы меня так пугаете? Так не можешь угадать. Нет. Поглядите-ка хорошенько. Угадала? Господи. Полно, Соня, не мучь меня. Что же вы это над собой сделали? Странная ты какая, Соня. Себя не помнишь. Нет тебя теперь несчастнее никого в целом свете. Так ты не оставишь меня теперь, Соня? Нет, никогда и нигде. За тобой пойду, всюду пойду, в каторгу пойду. Господи, зачем же ты раньше не пришел? Я еще, Соня, может, в каторгу-то и не хочу идти. Так как вы такой смогли на это решиться? Да чтобы ограбить! Перестань, Соня. Как же это? Сами последние отдаете. И чтобы ограбить? Господи, а те деньги, что вы Катерине Ивановне отдали? Нет. Эти деньги были не те, успокойся, Соня. Это мне мать прислала. А те деньги? Я даже не знаю, были ли там деньги. Эх, Соня. Я ведь только вошь убил, бесполезную, гадкую, зловредную. Этот человек-то вошь. Да ведь и я знаю, что не вошь. Все я вру, Соня. Совсем-то другие причины. Голова у меня очень болит. У меня сердце злое. Ты это заметить, может много объяснить. Да. Предположил лучше, что я зол, завистлив, мерзок, мстителен, самолюбив.
Ну и, пожалуй, наклонен к сумасшествию, уж все за раз. Я тебе сказал, что не мог содержать себя, а знаешь ли ты, что мог? Я озлился и не захотел. Как паук в угол забился, по сам суткам не выходил, все лежал и думал, все спрашивал себя. И понял я, Соня, что никогда не помнят люди. И догадался я, что у них только один закон. Кто многое посмеет, тот над ними властелин. Стоит только посметь. Понимаешь? Мне вдруг это ясно представилось, как солнце. Наклониться и взять власть. Я осмелиться захотел и убил. Вот вся причина. Молчите. От Бога вы отошли. Кстати, когда я лежал и думал там в темноте, это ведь меня дьявол смущал, а? Не смейтесь, вы ничего не понимаете. Я совсем не смеюсь, Соня. Я все знаю. Все передумал тогда. Всю муку этой болтовни я выдержал. Про карьеру, про Наполеона. И так она мне надоела, что захотела все забыть и вновь начать. Нет, не для того я убил Соню, чтобы матери помочь. Вздор. Не для того я убил, чтобы взять власть и сделаться благодетелем человечества. Вздор. Я просто убил. Для себя убил. Для себя одного. Для себя? Я просто захотел поскорее узнать, вошь ли я или человек. Смогу я переступить или не смогу? Тварь ли я дрожащая или право имею? Это убивать? Убивать-то право имеете. Эх, Соня, я одно хотел тебе сказать. Черт меня туда потащил, а уж после объяснил, что я не имел права туда ходить, что я такая же вошь, как и все. Разве я старушонку убил? Я себя убил, не старушонку. Так-таки разум и ухлопал навеки. А старушонку эту черт убил, а не я. Довольно, Соня, довольно. Оставь меня. Что теперь делать? Что делать? Встань. Поди сейчас, сию же минуту, встань на перекрестке, поцелуй землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету на все 4 стороны и скажи всем вслух: я убил. Тогда Бог тебе опять жизнь пошлет. Пойдешь? Пойдешь? Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ли, на себя надо, Соня? Страдания принять на себя, искупить себя им. Вот что надо. Нет, Соня, не пойду я к ним. Как же ты жить будешь? Разве это теперь возможно? Ну как ты будешь с матерью говорить? Господи, да что, ведь ты уже бросил мать. Ну как же без человека-то прожить? Не будь ребенком. Зачем я пойду, в чем я виноват перед ними? Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы, а не Соня. Еще скажут: убил, а денег взять не посмел. Трус и дурак. Ничего они не поймут. Не пойду я к ним. Замучаешься. Я, может, еще сам на себя наклепал. Может, я еще человек, а не вошь. Я еще поборюсь. Такую муку нести целую жизнь. Привыкну. Есть у тебя крест? Нету ведь. На, возьми мой кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с ней поменялись. Я ей образок дала, она мне крест. Возьми. Вместе ведь крест понесем. Не теперь. Потом. Да, потом. Лучше потом. Как настрадался.
задание пойдешь так и... Софья Семеновна, к вам можно? Извините, я так и думал, что вас застану. То есть я ничего не думал в этом роде, но я именно думал... Там у нас Катерина Ивановна с ума сошла. Вот. Она ведь к начальнику Семена Захарыча бегала. Как его? Ивану Афанасьевичу. Да-да, именно. Дома его не застала. Он обедает у какого-то другого генерала. Вообразите, махнула туда, настояла, вызвала из-за стола. Вы можете представить, что там вышло? О-о-о! Ну, ее стали гнать, а она сама его обругала и чем-то в него пустила. Но, я не знаю, как ее не взяли, это я понять не могу. Но теперь там у нас... Она всем об этом рассказывает, но понять невозможно, трудно. Она бьется и кричит. Кричит, что возьмет теперь детей и пойдет на улицу шарманку носить. То есть не шарманку, а сковороду, и будет в нее бить. А дети будут петь и плясать. Непременно рехнулась. Петь и плясать, петь и плясать, петь и плясать, петь. И помешалась. Я говорю вам, непременно помешалась. Говорят, какие-то бугорки в мозгу, в чехотке вскакивают. Я пытался ее убедить, но она меня не слушала. Нет. Убедить в чем? Как в чем? Если человека логически убедить, что он совершенно не должен плакать, он не будет плакать. Но это же так ясно. Но один профессор в Париже делал замечательные опыты по излечению сумасшедших логическим убеждением. Правда, он употреблял лечебный душ, и некоторые, конечно, подвергали его метод сомнению. Один. Совсем один. Может, в каторге-то действительно лучше. Не сердись, Родя, я только на 1 минуту. Брат, я теперь знаю все. Мне Дмитрий Прокофьевич все рассказал. Тебя мучают и преследуют по одному глупому и гнусному подозрению. И это с любовью. Я вполне понимаю, как возмущено в тебе все. Интересно, она бы выдержала мое признание? Прости меня, что попрекнула тебя прежде. Будь у меня такое же горе, я бы тоже ушла ото всех. Нет, это не выдержала бы. Этакие никогда не выдерживают. Мать я успокою. Но, Родя, приди хоть раз, вспомни, что она мать. А я пришла только, чтобы сказать, что если я тебе в чем понадоблюсь, или понадобится тебе вся моя жизнь, то кликни меня, я приду. Прощай. Дуня! Этот Разумихин очень хороший человек. Деловой, трудолюбивый, честный, способен очень сильно любить. Прощай. Да что это, брат? Разве мы в самом деле навеки прощаемся, что ты мне такие завещания делаешь? Обнять? Хоть руку подать. Все равно. Прощай.
Что ж такая тоска-то? Прямо какая-то вечность на аршине пространства. Ну да, закат. Все из-за этого. Вот и удержись тут от глупостей. Не то что к Соне. К Дуне пойдешь. Родион Романович, Родион Романович, Родион Романович, я вас везде ищу. Она ведь намерение это свое исполнила. Она увела детей. А Соня? Просто в выступлении. То есть не Софья Семеновна выступление, а Катерина Ивановна. Впрочем, и Софья Семеновна в выступлении. А Катерина Ивановна совсем в выступлении. Хуторочек стоит, в том лесу соловей громко песни поет, в хуторочке живет молодая вдова. А где сковорода? Какая сковорода? Она, собственно, взяла таз, но, по всей видимости, уже потеряла. Господи, какие бестолковые дети! Ну что ты делаешь? Иди сюда! Иди сюда, Коля, иди сюда! Соня! Катерина Ивановна, что? пойдемте домой. Ну перестань, Соня, перестань. Я уже тебе сказал, что не вернусь к этой пьяной немке. И довольно мы тебя мучили, Сонюшка, довольно. Я их теперь сама кормить буду. Коля, идем. Родион Романович, растолкуйте вы, пожалуйста, этой дурочке, что ничего умнее нельзя сделать. Даже шарманщики добывают, а мы благородное семейство сирот. Нас тотчас же все отличат. Катерина Ивановна, думаю, что вам, как будущей директрисе пансиона благородных девиц, Ой. Эх, славные бубны за горами. Прошла мечта. Все нас бросили. И генеральшка этот, знаете, а я в него чернильницей бросила и убежала. Пускай теперь все видят, как дети чиновного, благородного отца, который каждый день, который всю свою жизнь, можно ж даже сказать, умер на службе. Вот пускай, мы к нему теперь под окна каждый день ходить будем. Он еще своего места лишится. Вот увидите, да. А как поедет государь, я стану на колени, этих вперед выставлю и скажу: защити нас, отец! Сударыня. Attention. Сударыня. S'il vous plaît. Ну, Полюшка, давай, вспоминай, я же тебя учила. Давай споем по-французски. Ну, Поля, Поля! Сударыня, потому по улицам запрещено. Ну, что запрещено? Я все равно, что как с шарманкой хожу. Что запрещено? Поля, давай, ну, пожалуйста, я тебя прошу. пойдемте лучше. Да мы пойдем, мы отрепетируем, мы пойдем на Невский. Там люди высшего общества нас тотчас же заметят. Сударыня, насчет шарманки надо дозволение иметь. Понимаете? А вы таким манером народ сбиваете. Дозволение. Я сегодня мужа схоронила. Боже мой, какие бестолковые дети. Какие вы все бестолковые. Боже мой, да и у меня-то тоже памяти Сударыня, нет. возьмите, пожалуйста. Возьмите, сударыня. Благодарю вас. Благодарю вас, милостивый государь. Сударыня. Благодарю вас. Давайте я вас провожу домой. Ой, да перестаньте. Вы ничего не Сударыня, вы знаете. больны, Мы сударыня, благородное сударыня. семейство. Просто мы ввергнуты в нищету, потому что... А где дети? Коля, Лида, воротите же их! Воротите их! Разбилась в кровь. Нет, она не разбилась. Это из горла. Чехоткас. Господи.
Мне надо поскорее. Осторожно. Осторожно. Давайте, давайте. Вот так. Фу ты, Господи. А вы что здесь стали? Пошли все отсюда. Ну-ка быстро. Пошли, пошли, пошли. Ну-ка. Лежите, Катерина Ивановна, лежите. Дети где? Ах, ах, глупые. Ну чего вы побежали? Так вот, значит, как ты живешь, Соня. Ни разу я у тебя не была. А вот и привелось. И сосали у тебя девочка. А теперь кончен бал. Все. Бери их. С рук на руки. А с меня довольно. Надо бы священника. Не надо. Не надо священника. У кого есть тут лишний целковый, а? Нет на мне грехов. Нету. Бог и без того должен простить. А не простит, так и не надо. Помоги мне, Соня. А это еще кто таков? Знакомый один. Помещик. В полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди, лежал недвижим я. Довольно. Пора. Уездили клячу. Надорвалась. Умерла. Я хотел сказать, что всю эту возню, похороны и прочее беру на себя. Этих двух птенцов и Полечку помещу в сиротское заведение получше. Положу им по 1500 рублей до совершеннолетия к капиталу. Со всеми они будет спокойней. Да и самой помогу другую жизнь начать. Так что передайте Авдотье Романне, что эти ее 10 тысяч я вот так вот и употребил. С чего это вы так разблаготворились? Недоверчивый вы. Я же вам говорил. Лишние у меня эти деньги. Ну, а просто по человечеству не допускаете, что ли? Не помоги я. Ведь с Полечкой то же самое, что со Семеном случилось бы. А ведь покойница не вошь какая. Не какая-нибудь старушонка-процентщица. Что ж теперь? Лужину жить и мерзости делать, а детям умирать? Почему вы знаете? Я же вам говорил, за стенкой вот тут стою. У мадам Рейслих. Там Капернаумов, а здесь мадам Рейслих. Да, старинная и преданнейшая приятельница. Сосед. Вы? Я. И могу вас с честью уверить, милейший Родион Романович, что удивительно вы меня заинтересовали. Ведь я сказал вам, что мы сойдемся. Ну вот и сошлись. Лучше какая-нибудь борьба. Какой-нибудь вызов, нападение. Свидригайлов. Или Порфирий. А если Свидригайлов пойдет к Порфирию?
День добрый, Родион Романович. Да, здравствуйте. Панихиды, по моему распоряжению, 2 раза в день служат аккуратно. О похоронах тоже похлопотал. Вы-то завтра будете? Да, непременно. А я, пожалуй, не пойду. С меня похорон довольно. Да что вы, Родион Романович, такой сам не свой. Право. Слушайте, глядите, а как будто не понимаете ничего. Надо бы нам с вами поговорить. Завтра же. Трактир на Забалканском проспекте знаете? Я там буду с 2 пополудни и до 5. Мое почтение. Эх, Родион Романович, всем человекам надобно воздуху. Воздухус прежде всего. Вот что. Мне там черт с вами со всеми, с вашими секретами. Я просто пришел узнать, окончательно, сумасшедший ты или нет. Ну? Только изверг и подлец может так поступать с матерью и сестрой. Или сумасшедший. Следственно, ты сумасшедший. Ну? Вот ты сидишь и говядину жрешь. Точно 3 дня не ел. Точно. 3. Оно, положим, и сумасшедшие тоже едят. Да только ты не сумасшедший. Вот клянусь, прежде всего, не сумасшедший. Довольно, это только так. Душу отвести. Кстати, про убийство это старухи-то. Отыскался убийца. Один из тех самых красильщиков. Всю эту сцену драки и смеха, помнишь? Мы тут говорили. Это он все сам нарочно устроил. Именно для отвода. Ну, каково? Поверить трудно. Да все сам разъяснил, сам признался. Гений притворства. Я-то как вляпался. Защищал их, на стену за них лез. Откуда ты знаешь? От Порфирия. Он отлично мне все разъяснил. Психологически. Мать твоя больна со вчерашнего дня, серьезно. Авдотья Романовна сама не своя. А бог с тобой. Я знаю, что теперь делать. Что ты будешь делать? А тебе-то какое дело? Смотри, ты запьешь. А почему ты это узнал? А впрочем, это так. Я запью. Я говорил о тебе вчера со своей сестрой. Я ей сказал, что ты очень хороший человек. Что ты ее любишь, я не говорил. Она это и сама знает. Сама знает? Она сама тебя может полюбить. А может быть, уже любит. Вот что. Я тебе еще раз говорю. Куда бы я ни пошел, куда бы я ни отправился, будь с ними. Я тебе, так сказать, их доверяю, Разумихин. Родька. Родька. Видишь ли, черт. А куда ты хочешь отправиться-то, а? Подожди, если секрет, пусть. Пусть. Я секрет узнаю. И уверен, это какой-нибудь вздор. Пустяки. А это все так. Родька, ты отличнейший человек. Отличнейший. А я хотел тебе сказать, что ты давеча хорошо рассудил.
чтобы не узнавать никаких секретов. Оставь пока место. Все в свое время узнаешь. И именно тогда, когда надо будет. Мне вчера один человек сказал, что человеку нужно воздуху. Воздуху. Так к тебе ходит Авдотья Романовна. И ты сейчас пойдешь к человеку, который говорит, воздуху надо больше, воздуху. Так стало быть, это письмо, оно что-нибудь с того же. Какое письмо? Письмо сегодня получила. Ее очень встревожило. Я про тебя заговорил, она просила замолчать. Потом она сказала, может, мы скоро расстанемся. Потом ушла, заперлась. Ну, Родька, а я дурак. Так подло с моей стороны. Ты это об чем? Я было тоже вздумал одно время. Впрочем, вздор. Вздор. Прости и прощай, Родька. Пить не буду. Теперь не надо. Врешь. Так ты все-таки вздумал было. Но зачем Порфирий отводит ему глаза? Нет, не может Порфирий верить, что убийца Микулка. Что ж он тогда задумал? А если Свидригайлов уже побывал у него? Мог ведь за эти дни. Правда, зачем ему? Как зачем? А Дуня, если у него все же какие-то замыслы на ее счет, теперь может угрожать мне. Или уж прямо ей угрожать, что донесет на меня. Да, но тогда он вряд ли уже донес. А письмо-то? Письмо не от него ли? Теперь найти Свидригайлова и все разузнать. Не ждали гостя, Родион Романович? Давно собирался завернуть. Вот прохожу, думаю, почему не заглянуть. На минут на 5 проведать. Собрались куда? Ну, не задержу. Только одну папиросочку, если позволите. Объясниться пришел. Голубчик Родион Романович. Объясниться. Странная сцена. Последний раз произошла между нами, так сказать, Родион Романович. Я чувствую, что очень уж я виноват перед вами выхожусь. Лжешь, лжешь. Тут я вспомнил статейку вашу в журнальце-то. Когда мы о ней с вами говорили, я поглумился. Так ведь это для того, чтобы вас на дальнейшее вызвать. А теперь я вам скажу, что ужасно люблю. То есть как любитель эту первую, юную, горячую пробу пирас. Дым, туман, струна звенит в тумане. Мне все эти ощущения знакомы. Да и статейку я вашу прочел как знакомую. В бессонные ночи и выступление она замышлялась. С подыманием и стуканием сердца, с энтузиазмом подавленным. Статья ваша и нелепо, и фантастична. Да в ней мелькает такая искренность, такая в ней гордость юная, неподкупная. В ней смелость отчаяния. Она мрачная, статья. Да, это и хорошо. Прочел ее тогда и подумал, с этим человеком так не пройдет. Видите, Родион Романович, все к одному. Как тут было не повернуться в известную сторону? А ведь у меня уже и Николка был тогда в руках, да. И уж с фактами. Со страстями-то попробуйте справиться. Ведь и следователь человек. Отрекается. От всего отрекается. Господи, неужели?
Да ведь вы что думаете, что я у вас тогда с обыском не был? Был. Был, когда вот вы здесь в постельке больной лежали. Был. Неофициально, не своим лицом, но был. До последнего волоска все было осмотрено. По первым даже следам. Но им sonst ничего. Ну, вот, Родион Романович, таким вот образом я и дошел до последних столбов. А как стукнулся лбом, так и опомнился. Нет, говорю, что это я. Ведь если захотеть, то можно это до последней черты и в другую сторону все объяснить. Да еще и натуральнее выйдет. Нет, думаю, мне хотя бы черточку, хотя бы махочку и черточку, но чтобы только руками взять можно было. Да как услышал тогда про эти ваши колокольчики, так весь даже и замер. Даже и дрожь прохватила. Ну, думаю, оно. 1000 бы рублей в ту минуту я дал, чтобы только в свои глаза на вас посмотреть. Как вы с мещанинчикой-то рядом шли, после того, как он вам убийцу в глаза сказал. И ничего, спросить не смели. Отрекается или нет? Если бы не развелся тогда Миколка. Помните, ведь это был Громс. Мой грех. Я убивец. Ну а как я его встретил-то? Ведь ни на грош не поверил, ведь ни на столечко. Вот что значит укрепился, когда Манс. Нет уж, думаю, Морген Фри. Какой уж тут Миколка. А мне Разумихин говорил, что Николая вы и теперь обвиняете. Перво-наперво это еще дитя несовершеннолетнее. Не то чтобы трус, а так вроде как художник какой-то. Петербург на него сильно подействовал. Особенно женский пол. Ну и вино. Митька! Ась! 8-то скоро? А ты торопишься, что ли, куда? Принцессы ждут? А ведь он из Раскольников. Вернее, просто сектант. У него в роду и бегуны бывали. В деревню себя. Целых 2 года у него старца под духовным началом был. Ну, в Остроге-то, видно, и вспомнился честной старец. Да и Библия опять тоже. А вы знаете, что значит у них пострадать? Это ведь не то чтобы за кого-нибудь, а так просто пострадать надо. Страдания, значит, принять. Ну, а от властей-то тем паче. Страдания принять на себя, искупить себя им. Вот что надо. Нет, батюшка, Родион Романович, тут не Миколкас. Тут дело фантастическое, мрачное. Нашего времени случай. Когда сердце человеческое помутилось. Когда цитуется фраза, что кровь освежает. Когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Нет, тут книжные мечты. Тут решимость особого рода. Решился, как с колокольни слетел. Дверь за собой забыл притворить. Денег взять не сумел. А то, что сумел, то под камень снес. Мало было ему, что муку вынес, когда в дверь ломились, и колокольчик звонил. Нет, он опять припомнит, этот колокольчик идет. Холоду спинного опять испытать потребовалось. Ну да, это, положим, болезни. А то вот еще. 2 убил, а за честного человека себя почитает. Людей презирает, бледным ангелом ходит. Какой уж тут Миколка, голубчик Родион Романович. Тут не Миколка. Так кто же убил? Как кто убил? Да вы и убили, Родион Романович. Вы и убились. Вы меня, Родион Романович, кажется, не так понялись. Я именно с тем пришел, чтобы все сказать. И дело повести на открытую. Это не я убил.
Вы-с, Родион Романович, и больше некому. Опять вы за старое, Порфирий Петрович. Все те же приемы. Полностью. Что мне теперь эти приемы? Признаетесь вы или нет, в эту минуту мне все равно. Про себя-то я без вас убежден. Коли так, я задаю вам прежний вопрос. Зачем вы меня во строк не берете? Да зачем же я вас на покой-то посажу? Сами знаете, коли проситесь. Да и говорил я вам, вся эта психология о двух концах. А кроме нее, против вас-то у меня ничего и нет пока. И хоть я вас все-таки посажу, о чем и пришел объявить, но я вам прямо скажу, что это мне будет невыгодно. Так вот, зачем вы пришли. Не только будучи искренне к вам расположен, верьте, не верьте, делаю вам открытое предложение учинить явку с повинной. Послушайте, это ведь не только смешно, это даже бесстыдно. Сами же говорите, что ничего у вас нет. А что, если вы вообще ошибаетесь? Не ошибаюсь, Родион Романович. Черточку такую имею. Послал Господь. Какую еще черточку? Все ту же самую, что ли? Этот колокольчик? Не скажу, ну, не обязан же я все, так сказать, все сразу и выложить. А? Во всяком случае, права не имею больше отсрочивать. Посажусь. На покой. Эх, Родион Романович, не совсем ведь словам-то верьте, может быть, не совсем на покоюсь. Это ведь только теория. А засади я вас, месяц, два, 3 посидите. А там вдруг и явитесь. Вы помяните мое слово. Так зачем же ждать-то, а? Теперь же явиться это вам будет бесчисленно выгоднее. Это чем же? Как чем? Да известно ли вам, какая за это вас последует сбавка-то? Ведь вы когда явитесь? Когда уж другой на себя преступление принял? А я так устрою, что и ваша явка выйдет совсем неожиданной. Всю эту психологию уничтожу, все эти подозрения против вас в ничто обращу. Так что и выйдет ваше преступление в виде помрачения. Да, но по совести помрачение-то и есть. Я честный человек, Родион Романович. Я слово сдержу. Не надо. Не стоит. Не надо мне вашей сбавки совсем. Этого я и боялся. Ну как не надо сбавки, как не надо. Нетерпеливый вы человек. А? Ну, что же вы жизнью-то брезгуете, а? Много еще впереди ее будет. А? Что, не верите? Наплевать. Да, наплевать. Теорию выдумал, да и стыдно стало, что уж очень неоригинально вышло. Вышло-то действительно подло. Это правда. Да ведь вы все-таки не безнадежный подлец-то. По крайней мере, долго себя не морочили, а разом до последних столбов дошел. Ну а теперь что, струсили? Теперь уж поздно трусить-то. Теперь уж справедливость. Вот и исполните, что она требует. Знаю, что не веруете, что словами принимаете как рацею заученную. А вы лукаво не мудрствуйте. Отдайте жизни прямо, не рассуждая, она вынесет. Почем вы знаете? Может, вас Бог для чего и бережет? Вам теперь только воздуху надо. Воздуху. Воздуху. Да кто вы такой? Что за пророк? Кто я? Поконченный человек. Больше ничего. Пожалуй, чувствующий и сочувствующий. И знающий кое-что, но уж совершенно поконченный.
А вы... Статья другая. Вам Бог, может, и жизнь приготовил. Ну и что вас долго не увидит? Дело не во времени, а в вас самом. Станьте солнцем, и вас все увидят. Чему вы улыбаетесь? Что я такой Шиллер? Да и бьюсь об заклад, что вы предполагаете, что я к вам подольщаюсь. Ну, а что ж, может, и на самом деле подольщаюсь. А вы когда думаете меня арестовать? Ну, денька полтора или два могу вам еще дать погулять. Подумайте, голубчик, помолитесь Богу. Да и выгоднее, ей-богу. А ну как я убегу? Нет, не убежите. Вы ведь в ваш теорию уж больше не верите. С чем же вы убежите? Без нас вам нельзя обойтись. Миколка-то, может, и прав, что страдания хочет. Да и вы на том же остановитесь. Не смейтесь. Это дело хорошее. Да и вам давно воздух надо переменить. Прогуляться собираетесь? Вечерок-то будет хорош. Да вот как бы грозы не было. А впрочем, и лучше, если бы освежило. Порфирий Петрович, пожалуйста, не заберите себе в голову, что я вам сегодня сознался. Вы человек странный. Я вас слушал из одного любопытства. Но я ни в чем не сознался. Запомните это. Да, знаю. Запомню. Не беспокойтесь, голубчик. Воля ваша да будет. Есть у меня еще к вам просьбица одна. Щекотливенькая, важная. Если бы на случай, чему я, впрочем, не верю, пришла бы вам охота, так сказать, в эти 40-50 часов как-нибудь дело покончить иначе, фантастическим каким образом. Ручки так на себя поднять, предположение нелепое. Но вы уж меня простите. Оставьте краткую, но обстоятельную записочку. И об камне упомяните. Благороднее будет. Ну, до свидания. Добрых мыслей, благих начинаний. Нет. Не было у него Свидригайлов. И не пойдет. Да если Свидригайлов вдруг и надумается донести, да плевать. Надоело мне это все. Только время терять. Нет, тут что-то другое. Что-то главное. Мне все кажется, у вас есть что-то к моему подходящее. Вздор какой-то. Что у нас общего? Даже злодействие. Чего же я от него жду? Ведь я жду чего-то. Чего-то нового, какого-то выхода, что ли. Во всяком случае, если он интригует против Дуни, тогда я убью его. Господи, зачем я сюда зашел? Ну-ну, ходите, коли хотите. Я здесь.